Новые улицы, новые жилые дома, школы, театры – все это приметы меняющегося облика города, его молодости. Петрозаводск молодеет, благоустраивается. Дорогие пассажиры нашего корабля, мы с вами прибыли на речной вокзал города Петрозаводск. Предупреждаю всех питерцев и москалей: мой район — место рождения пиздюлей. Здесь еще не открыли письменности колесо, но за неверный тезис могут открыть лицо. И чтобы проканать за своего, чтобы какой-нибудь насон тебе не нагрел, чтобы ты от нрава нижний не опидорел, тебе положено учить диалект карел. На носу руби, а то зарубят на лице. Смягчай в числительных согласную на конце. Не 50, а 50 или 60. Сейчас будет очень занимательно, ты лучше сядь. Ходи потуда и посюда, а не здесь и там. По улице типа Мурманской и другим местам. И если по-карельски кука — это петух, то чё-то я, братан, на куковке как-то не очень. Мира Петровской, Сира Петровской. Карельский говор городской, Петрозаводской. Мира Карьяла, Сира Карьяла. Не уважаешь наш клан, щемись, баклан. Можно выражаться и более изысканно, но поиск идентичности – не возвышенное служение, а повседневная реальность. Что делать основой самосознания, кроме стихийного самоутверждения – не праздный вопрос. Суровая, но прекрасная природа – такова туристическая репутация Карелии. Кристально чистые реки, окруженные соснами озера, густые леса – все на месте. Правда, индустриальная цивилизация угрожает их существованию все сильнее, а местные активисты отчаянно борются за сохранение природного наследия. В любом случае, на первозданный рай, где человек достиг единения с природой, Карелия точно не тянет. 80% населения региона живет в городах. Этот показатель мало чем отличается от регионов Центральной России. А вот что отличается, так это ярко выраженная и хорошо осознаваемая локальная идентичность. И это при том, что карельский язык даже не является государственным в республике. Формальная причина – отсутствие кириллического алфавита. Карелия всегда была на границе миров. Подобно тому, как для древних карелов Онежское озеро отделяло мир живых от мира мертвых, сама Карелия всегда лежала на стыке славянской, скандинавской, финно-угорской культур. Эту особость и пытаются культивировать в Доме карельского языка общественные организации, занимающиеся поддержанием локальной культуры. Главный инструмент – методика языкового гнезда, которую применяют культурные центры малых народов соседней Финляндии. Смысл в том, чтобы работать в первую очередь с детьми, помогать им сформировать самосознание. Мы стараемся с детьми общаться практически на равных, так как дома, и дети себя абсолютно благополучно чувствуют. Именно как можно вернуть угасающий язык, а большая часть наших языков малочисленных является угасающими или находящимися под угрозой исчезновения. Как путем конкретных методик, путем взаимодействия с детьми из семей можно за очень непродолжительное время активизировать и омолодить язык. Koskema vai vähäisilkäs sinulle? No, anna minulle. Ванечка. Ой, Ванька. Так. Хитрю. Эйсо амбо рагали. Лично я, например, жила в такой семье, где только по-корейски говорят. В школу пошла, ни слова не знала по-русски. Научилась по-русски говорить. Когда мы говорили подружками по-карельски, на нас все оборачивались и показывали пальцем: ты карелка. Даже если люди говорили, они скрывали, что они карелы, они скрывали, что не знают язык. На самом деле такая локальная идентичность – востребованный товар на символическом рынке, в первую очередь на туристическом. Туризм – одна из основных отраслей карельской экономики и, пожалуй, главный способ монетизации карельских особенностей. Терве, минун ними Йохор, минанели Тостовоту. Я с самого детства живу в очень старой и красивой деревне Кинерма. Я живу в деревне с самого рождения, с 7 лет уже стал активно помогать родителям, так как мы занимаемся туристическим делом, встречаем туристов, обслуживаем их. Лично я вожу экскурсии по деревне. Больше всего работаю летом, потому что это сезон. Много туристов приезжает, каникул как таковых и нет. Каждый день экскурсии, по 2, по 3 это минимум. Ну а зимой, весной, осенью я хожу в школу. В самой деревне школы нет, так как население небольшое, всего 5 человек. А в школу я езжу в соседнее село Ветлозеро, 7 километров. От нашей деревни она находится.
Пешком мы туда не ходим. Каждое утро за мной и братом приезжает школьный автобус. Карелия – это очень старое место. Когда по лесам на месте будущей Москвы бегали зайцы и волки, в Карелии шел активный культурный и торговый обмен между скандинавами и славянами. Но карельская идентичность не просто дожила до наших дней, питаясь памятью о прошлом. В частности, современные карельские музыканты уверенно смотрят в будущее. Vakavahnu Väinämöinen katselu mahliidu rubie kiendelöö da katselou Tenkomat sanaset sanoi Mitä roies nämmis luulis nämmis havin hampahis Löguluus täs kyllen levjes Kun se oli sepen pajas Vakavahnu Väinämöinen enkä pakisita sanoi Toinah nämmis luulis roides kantele kanalohine Vakavahnu Väinämöinen ishi rodi huodiakse kantele hei luulis luodi ilon ilman ikähisen Soitti vahnu Väinämöinen Soitti